Приветствую всех, дорогие друзья! В этом видео я хочу показать вам весьма неплохую сборку ПК за 100 тысяч рублей на новейшей видеокарте RTX 3060 Ti. Такого ПК с головой хватит под все современные игры, а видеокарта легко позволит взять монитор с разрешением Quad HD. И начать я хочу именно с видеокарты, так как это самый дорогой компонент сборки. Думаю, все знают, что сейчас дефицит и в продаже найти амперы достаточно сложно. Но у моей подруги каким-то образом это получилось сделать, и она перед Новым годом купила в DNS Eagle OC от Gigabyte. Такая модель 3060 Ti обошлась ей в 47 тысяч рублей, что весьма неплохая цена по нынешним меркам. Eagle OC получила один разъем питания на 8 пин и в целом довольно прохладная. Под формарком температура была около 70 градусов, но вентиляторы она получила не самые тихие, и под максимальной нагрузкой ее ощутимо слышно. Ну а если вы собираетесь покупать себе ПК на видеокартах Ampere, то выбрать подходящую модель можно на e-каталоге. Для этого нужно просто перейти в раздел с видеокартами и в фильтрах выбрать интересующие вас модели. Затем выбираем понравившуюся видеокарту и переходим в отзывы, где можно найти множество полезной информации. Например, тут можно узнать, насколько шумит видеокарта и на какие рабочие температуры можно рассчитывать. Но если вам понравилось несколько моделей и вы не знаете, какую купить, то можно в 2 клика перейти к сравнению и увидеть разницу в частотах и размерах. Также в сравнении можно быстро узнать о наличии подсветки, которая многим не нравится. И конечно же можно оценить количество занимаемых слотов. А ссылочки на e-каталог я оставил в описании под видео. И так как весь бюджет моей подруги ушел в видеокарту, пришлось экономить на остальных комплектующих. В качестве процессора я выбрал AMD Ryzen 5 3500X. Сейчас его можно купить примерно за 12 тысяч рублей, и для игр это то, что нужно. Конечно, можно взять и 2600 или 2700, но количество кадров в секунду на них будет меньше, а нам как-никак надо нагрузить работой RTX 3060 Ti. Материнскую плату под него я выбрал B450 Mortar Max, так как она стоит дешевле материнок на B550 чипсете и сможет переварить даже новейшие процессоры на архитектуре Zen 3. Купить ее можно примерно за 7000 рублей, но в последнее время ее тяжеловато найти в продаже. Если у вас не получится найти ее в своем городе, то можно взять либо B550M DS3H, либо доплатить до какой-то MSI B550A Pro или Aorus Elite от Gigabyte. Что касается оперативной памяти, то я поставил 2 планки по 8 ГБ от HyperX. Предаторы почти всегда берут заявленный XMP и к тому же имеют неплохой потенциал разгона. Это было главным приоритетом при выборе АЗУ, так как возиться на расстоянии с таймингами уж очень не хотелось. Охлаждать процессор в такой сборке вызвалась огроменная башня Deepcool Red Hat, которая бралась с расчетом на апгрейд и перекрывает в корпусе почти все, что можно. В описании я оставил ссылку на обычный Gammax 400, которого вполне хватит для охлаждения 3500X. А вот запитывать такую сборку придется довольно мощным блоком питания, так как амперы любят покушать электроэнергию. Я решил поставить Cooler Master MVE White на 650 Вт, который сейчас можно найти примерно за 4700 рублей. Я же нашел его по скидке за 3500, что позволило немного сэкономить бюджет. А вообще, линейка Cooler Master MVE очень достойная за свою цену, и часто бывает, что 700 Вт будут стоить на 100 рублей дороже, чем 650. Поэтому всегда стоит посматривать на более старшие модели, которые могут быть немного выгоднее. У этого же блока идет 648 Вт по линии 12 вольт, чего с головой хватит для запитки такой системы. В качестве накопителя я выбрал классическую SX 6000 Pro от Adate на 256 ГБ. Такой накопитель имеет 2100 на чтение и 1500 на запись, а также может похвастаться значением TBW в 150 терабайт. Многие, конечно, скажут, что Adata фуфло, но у меня никогда не было с ней проблем, а брак, к сожалению, может быть в любом комплектующем. Что касается корпуса под такую сборку, то это дело вкуса. Например, Eagle OC имеет длину всего 242 мм и влезет почти в любой современный корпус. Из бюджетных решений я могу посоветовать приобрести Zalman S2, но опять же каждому нравится что-то свое, поэтому выбирать стоит любой понравившийся корпус с хорошей продувкой и обращать внимание на длину видеокарты и высоту башни. Что касается тестов, то я записал геймплей игры Apex Legends, в которой можно оценить производительность при большом количестве кадров. Настройки были установлены на полный максимум при разрешении Full HD. Такой тест я решил провести, чтобы оценить возможности именно такой связки, так как во всех тяжелых играх 3500X может обеспечить 60 кадров, как в целом и 3060 Ti.
А вот в онлайн-проектах, где видеокарта может отрисовать множество кадров, 3500X становится узким местом. Если при выборе персонажа и в меню мы могли получить 144 кадра, то при полете можно наблюдать явный недогруз видеокарты. Конечно, FPS и так космический, но для высокогерцовых мониторов процессора немного не хватает. После приземления можно заметить, что счетчик кадров стабильно держится выше сотни FPS, но видеокарта в тяжелых моментах нагружена всего на 75-80%. Частота видеокарты почти все время держится на уровне 2000 МГц, а температура более чем достойная. В общем и целом, такая сборка ПК показала себя более чем нормально, но как видите, есть и свои минусы, если ставить амперы с относительно слабым процессором. Хотя все зависит от конкретной задачи. Если вам с головой хватает 60 кадров и вы хотите просто играть и наслаждаться графикой, то такого ПК вам будет достаточно. Но если вам нужен максимально большой FPS, то стоит присмотреться к новейшим процессорам Ryzen 5000 серии. Например, тот же 5600X отлично подойдет в такую сборку, но, к сожалению, цена на него сейчас довольно большая, и взять тот же i7-10700 будет лучшим вариантом, или, например, Ryzen 7 3700X. Итоговую стоимость такой сборки сказать сложно. Комплект без видеокарты с GAMX 400 и простым корпусом обойдется в 40 тысяч рублей по нынешним ценам, а конечная цена зависит от стоимости видеокарты. Что касается апгрейда такой сборки, то в Mortar Max вы без проблем можете поставить Zen 3 в будущем. Какой-нибудь Ryzen 7 5800X в нее отлично встанет и питальник не закипит, а финальная версия BIOS выйдет уже в конце января. Также в будущем вы можете поставить и RTX 3080, но под нее желательно взять более мощный блок питания. В общем, для ультра настроек за малый бюджет связка из RTX 3060 Ti и Ryzen 5 3500X показывает себя очень даже хорошо. Хотя как-то не очень верится, что 100 тысяч рублей это уже необходимость для игры на ультрах. И кстати, совсем забыл отметить потребление видеопамяти. Apex Legends спокойно выжирает по 7,5 гигов на ультрах Full HD, а по ходу игры и вовсе жрет почти всю память. Конечно, этого хватает, но и игра не совсем новая. Так что 12 гигабайт у 3060 вполне могут пригодиться. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!